Здравствуйте. О том, как изменился мир за прошедшие 7 дней в программе «Неделя». В студии Марианна Максимовская. На неделе произошло событие, которого ожидали давно. Преображенский суд Москвы во вторник принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Вообще-то Бахмину должны были отпустить в день решения суда, но вопреки ожиданиям родных она до сих пор не вышла на свободу. Напомню, экс-юриста ЮКОСа приговорили к 7 годам лишения свободы. Отсидела она более 4, а ходатайство об УДО суд удовлетворил только с 3-го раза. Причем уже в заключении у Бахминой родился 3-й ребенок. История эта вызвала большой резонанс. За Бахмину заступились многие, но власть не спешила проявить милосердие. В связи с этим делом вспомнили о другом фигуранте из ЮКОСа, Василии Алексаняне, смертельно больном человеке, которого выпустили из тюрьмы под залог. Тоже только после того, как его историю стали обсуждать в прессе и в обществе. Алексанян заявлял, следователи убеждали его дать нужные показания против Ходорковского, а после его отказа угрожали. Как раз в эти дни в другом московском суде проходит новый процесс по делу основателей ЮКОСа. Ходорковского и Лебедева обвиняют в хищении нефти у собственной компании, причем в каких-то планетарных масштабах. Сам Ходорковский называет обвинение абсурдным, но ни на какое милосердие, похоже, не рассчитывает. Сергей Митрофанов выяснял, кого и как оправдывают по делу ЮКОСа. Найти Светлану Бахмину. Тайна этой недели. Где находится бывший юрист компании ЮКОС? И почему, несмотря на решение суда, ее до сих пор не выпустили на свободу? Понедельник. Преображенский суд Москвы. Рассматривается дело об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. Вот судья Ирина Вырышева зачитывает вердикт. Бахмина доказала свое исправление, утратила общественную опасность и не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Суд постановил ходатайство осужденного удовлетворить, освободив Бахмину Светлану Петровну условно-досрочно неотбытый срок 2 года, 1 месяц, 15 дней. Светлана Бахмина, бывший юрист компании ЮКОС, арестована 10 декабря 2004 года. В апреле 2006-го Симоновский суд Москвы приговорил ее к 7 годам лишения свободы. Она признана виновной в хищении 8 миллиардов рублей. В октябре 2006 года была этапирована в колонию для женщин в поселке Парца, Республика Мордовия. В ноябре прошлого года была переведена в столичный ГИО. Муж Светланы, Михаил, нам по телефону признался, что уже к вечеру ожидает ее домой. До конца не осознал, что произошло, я, безусловно, очень доволен. Жду не дождусь, когда, произойдет, наконец, это фактически. Культурно, вежливо и тактично. При такой характеристике можно освобождать, решил суд. Но почему только через год? До этого решения были прямо противоположны. Изменилась позиция суда. Не могу сказать. Просто, наверное, только с тем, что суд, наконец, оценил все материалы в соответствии с законом, а не в соответствии с той позицией, заведомо незаконной, которую занимал прежде Зубополянский районный суд. Адвокаты Светланы Бахминой лишь только в октябре сказали общественности, подавали прошение о помиловании президенту. На то вынудили обстоятельства. В этот момент Светлана была беременна и должна была вот-вот родить. В то время наша программа побывала в одной из женских тюрем в Мордовии. Россия, Россия, великая сила. Нам тогда показали условия, в которых пришлось бы рожать Светлане. На 101-м этаже дети и матери проживают вместе. Сами сотрудники колонии признавались, рожать 40-летней женщине в условиях тюрьмы опасно для жизни. Отказ в помиловании беременной Светлане, матери 2 детей, пусть и осужденной, вызвал тогда широкий общественный резонанс. Актриса Лия Хиджакова была одной из первых, кто подписал обращение к президенту. Тысячи людей просили в интернете подписи, чтобы помиловали эту маму 3 детей и новорожденной этой девочки. А где остальные миллионы? Почему они молчат? Люди. Ау, мы христиане или мы не христиане? Казнить нельзя помиловать. Дело Бахминой обсуждалось всем обществом. Были те, кто был категорически против, как, например, писательница Мария Арбатова. И считаю, что если женщина добивается равных прав руководить, пилить, воровать в таких масштабах, то тогда и сиди, животом не прикрывайся. Это школа, где когда-то училась Светлана Бахмина. Преподаватели до сих пор не верят, что такая история могла произойти с их ученицей. Они убеждены, она стала жертвой обстоятельств. Она жертва показательных политических игр, которые все время по разным правилам проводятся. И то, что Светка наша, замечательная, честная, чистая, в итоге выдержала эти испытания, сохранено достоинство.
сохранено достоинство. Я горжусь ею. В тот день, когда суд зачитывал решение, в школе собрались бывшие одноклассники Светланы. Как вспоминает подруга Ольга, многие не сдерживали слез. Мы до сих пор не верим, что это наконец случилось. Как-то вот никто не может осознать. Ни Миша, ни подружки наши, которые вчера, правда, на нервах рыдали, конечно, от счастья. Всю неделю эти люди ждали возвращения Светланы. Ждали, что вот раздастся звонок, и они наконец ее увидят. Но этого не произошло. Как признается Ольга, местонахождение Светланы – это большая государственная тайна. Кроме ее мужа никто не знал, ни адвокаты, ни друзья, никто. Ну, это было, видимо, одним из условий, что она будет содержаться с девочкой в нормальных условиях. Раньше было известно одно. В ноябре прошлого года Светлана Бахмина родила дочь в одной из клиник в Москве или Подмосковье. Но где она сейчас? Этого даже муж Михаил не знает. Почему власти, так упорно не желающие выпускать Светлану Бахмину, вдруг это сделали? Что это? Победа общественного мнения или тактический ход? Свободу! Полить заключенных! Свободу! Полить заключенных! Хамовнический суд Москвы. Здесь рассматривается громкое уголовное дело. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев вновь на скамье подсудимых. Второе дело ЮКОСа. Связано ли освобождение Бахминой с этим судебным процессом? Связанность здесь для меня абсолютно очевидная. Она состоит в том, что Светлана Бахмина – это один из заложников вот всей этой истории под названием «Дело ЮКОСа». Адвокаты говорят, что Светлана может стать свидетелем по этому делу. Неужели свобода в обмен на показания? В деле ЮКОСа все возможно. Ведь еще памятная история Василия Алексаняна. Смертельно больного сотрудника ЮКОСа, по его собственному признанию, шантажировали, требовали показания против Ходорковского. Да, мне следователи откровенно говорили неоднократно, что если ты дашь показания, которые нас устраивают, то мы тебя выпустим. На этой неделе в Хамовническом суде закончили зачитывать обвинительное заключение. Из официального обвинения. Во втором уголовном деле Ходорковский и Лебедев обвиняются в хищении путем присвоения нефти на сумму около 900 миллиардов рублей за период с 1998 по 2003 годы. Также легализация этих средств на сумму 487 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. По утверждению Генеральной прокуратуры, Ходорковский и Лебедев присвоили акции Восточной нефтяной компании на сумму 3,6 миллиарда рублей. Срок наказания – 22 года лишения свободы. На вопрос судьи, понятно ли обвинение, подсудимые ответили: нет, это полный бред. Вот кадры первого телевизионного интервью, которое Михаил Ходорковский давал, находясь в аквариуме в зале суда. Что когда нас обвиняют в похищении физическом 350 миллионов тонн нефти, то это невозможно не только доказать, это себе просто невозможно представить. Это железнодорожный состав, который огибает Землю 3 раза по экватору. И вот как такой объем нефти можно физически изъять, а именно это собираются объяснять прокуроры, это полный бред. Бывший глава Центрального банка Виктор Геращенко 3 года являлся председателем Совета директоров нефтяной компании ЮКОС. Сейчас он внимательно следит за вторым процессом. При нашем басманном или басурманном правосудии вряд ли чего у нас можно добиться. На первом процессе в 2005 году судили только Ходорковского и Лебедева, но не компанию ЮКОС. За это время, считает Геращенко, компанию намеренно развалили, обанкротили. Теперь почти все активы принадлежат государственной компании «Роснефть». Срок заключения Ходорковского и Лебедева истекает в 2011 году. Но уже сейчас, как и Бахмина, они могли бы претендовать на условно-досрочное освобождение. И, главное, потребовать свое имущество обратно. Они могут какие-то судебные иски провоцировать. И мне кажется, чисто из-за этого вот стали сейчас придумывать, что вот вы виноваты в сокрытии, так сказать, выручки. По мнению Виктора Геращенко, за то, в чем сейчас обвиняют Ходорковского и Лебедева, можно судить почти любого бизнесмена. Вот любопытный факт. Это данные статистики по налоговым выплатам крупных компаний страны за первый квартал 2003 года, то есть до ареста Лебедева и Ходорковского. А вот данные за первый квартал 2004, то есть после.
Неожиданно показатели по выплатам выросли в 2,5 раза. Эти данные, говорит эксперт Михаил Крутихин, ясно показывают, делом ЮКОСа припугнули, другие стали платить, а до этого, используя дыры в российском законодательстве, уклонялись. Все нефтяные компании абсолютно в то время пользовались так называемыми внутренними офшорами. Фирмы регистрировали в этих зонах, потому что там налоги меньше. Через них же осуществляли торговлю нефтью. Это была повсеместная практика, она была абсолютно законна в рамках тогдашних норм права. Но вот эти нормы права, у нас есть выборочная, что называется, юстиция и выборочная справедливость. Но тут уже против этого не попрешь. Но ведь закон един для всех, утверждает президент Дмитрий Медведев. Именно его высказывание во многих вселяет надежду, что, мол, этот процесс станет показательно справедливым. И освобождение Светланы Бахминой – это только первая ласточка в деле ЮКОСа. Сергей Митрофанов, Федор Палихов. Программа «Неделя». РЕН-ТВ.